Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш семейный психолог Кулешова Ольга. И сегодня мы поговорим о том, как отучить правильно ребенка от соски. Как я уже говорила в предыдущих видео, при отлучении от груди помогает соска. Сосательный рефлекс очень важен для ребенка. Он помогает ребенку успокоиться, снять нервное напряжение, расслабиться перед сном. Но наступает момент, когда ребенку следует отказываться от соски. И если лишить его соски раньше времени, то тогда могут возникнуть различные вредные привычки, такие как, например, сосание пальца, уголка одеяла, сосание игрушек. Ребенок начинает грызть ногти. Поэтому очень важно видеть готовность ребенка отказаться от сосания соски. Для того, чтобы процесс происходил безболезненно, необходимо не отучать слишком рано ребенка от соски. Не делать это тогда, когда у него еще ярко выражен сосательный рефлекс. Или когда в жизни семьи происходят какие-то значительные изменения, такие как, например, рождение другого малыша, или же переезд, или отъезд кого-то из членов семьи. Как правило, дети отучаются от соски в возрастном диапазоне от 1,5 до 3 лет. Есть такие детки, которые сосут соску и в 3 года. И это говорит о том, что, возможно, ребенок находится в некотором стрессе. И ему важно снять это напряжение. Резкие отказы нежелательны. Делать надо все постепенно. Сначала, к примеру, забывать соску на прогулку. Стараться отвлечь ребенка от соски во время игр. Можно оставлять соску только перед сном. Перед сном важно ребенка успокоить. И заменой соски будет поглаживание, массаж. Важно добиться у ребенка расслабления. Очень важен настрой на отказ ребенка от соски. К примеру, мы можем говорить ему, что скоро ты станешь совсем большой, и соска тебе будет совсем не нужна. И даже если вы смогли справиться, и на какое-то время ребенок отучился от соски, а затем снова хочет ее вернуть, важно учитывать его состояние, и в случае, если ребенок возбужден, создать ему положительную атмосферу, дать ему ласку, добро и принятие. Соска помогает ребенку снять тревогу. И если у ребенка возникают после отказа от соски вредные привычки, то важно выявить источник его психологического напряжения, его стресса, быть внимательным к своему малышу. И если источник напряжения не удается исключить, то в этом случае нужно обратиться к детскому психологу и при помощи игротерапии полностью или частично исправить ситуацию. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Кулешова Ольга, семейный психолог. В следующем видео мы поговорим с вами о том, как воспитывать ребенка до года. До встречи!